Поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео, чтобы больше людей узнали этот секрет. Давайте развиваться вместе. Если ты все еще думаешь, что нужно бегать за женщинами, чтобы завоевать их внимание, ты играешь неправильно. Мужчины, которые бегают за женщинами, быстро забываются. Знаешь почему? Потому что все, что легко доступно и всегда под рукой, автоматически теряет свою ценность. Женщины не хотят мужчину, который всегда рядом, готовый угождать. Они хотят редкого мужчину, которого не встретишь каждый день. Секрет, как изменить правила игры и сделать так, чтобы женщины начали гоняться за тобой, полностью изменить свое позиционирование. Перестань быть мужчиной, который всегда рядом, и стань тем, кого они должны завоевать. Здесь речь не о играх или детских стратегиях. Речь о реальной ценности. Если ты хочешь, чтобы женщины бегали за тобой, тебе нужно стать мужчиной, обладающим высокой ценностью. Вот 5 практических стратегий, которые, если ты их применишь правильно, заставят женщин не только заметить тебя, но и захотеть быть частью твоей жизни любой ценой. 1. Цени свое время. Покажи, что твое внимание – это редкость и ценность. Внимание ценного мужчины похоже на драгоценный камень. Редкое и труднодоступное. Скажи мне, как ты относишься к своему вниманию? Если ты отвечаешь на сообщение мгновенно, всегда онлайн и готов выполнить любую просьбу, то ты растрачиваешь свою драгоценность впустую. Женщины это чувствуют на расстоянии. Когда ты всегда доступен, они начинают думать, что у тебя больше нет важных дел. А если у тебя нет дел, значит, ты неинтересный мужчина. Чтобы это изменить, начни относиться к своему времени как к чему-то ценному и редкому. Это не о том, чтобы притворяться занятым, это о том, чтобы действительно быть занятым важными делами. Если ты в разгаре проекта, учебы или важной работы, не прерывай это, чтобы ответить на сообщение. Ответь позже, в свое время. Когда она поймет, что ты не всегда доступен, ее разум начнет задавать вопросы: что он делает? Этот простой вопрос активирует ее интерес. Еще один важный момент. Не будь доступным для любого приглашения. Если женщина позовет тебя навстречу, а ты тут же соглашаешься без раздумий, что это показывает? Что ты доступен в любое время. Но если ты скажешь: посмотрим, у меня есть несколько дел, которые нужно уладить, это меняет игру. Она поймет, что у тебя есть более важные приоритеты, чем она, и это заставит ее бороться за твое время. 2. Построй жизнь, в которой она захочет участвовать. Вот главный секрет всей игры: если у тебя удивительная жизнь, женщины сами захотят быть ее частью. Большинство мужчин живут скучной и предсказуемой рутиной. Работа, дом, телевизор, сон. Скажи мне, какая женщина захочет быть частью такой скучной рутины? Никакая. Чтобы женщины захотели войти в твою жизнь, ты должен создать захватывающую рутину. Для этого не нужно быть миллионером. Это могут быть простые вещи: изучение нового навыка, занятие спортом, работа над своим телом или участие в личных проектах. Главное – это движение. Женщины не хотят быть с мужчиной, который стоит на месте. Они хотят быть с мужчиной, который растет, развивается и стремится к большему. Когда твоя жизнь интересна, тебе не нужно никого звать, чтобы присоединиться к ней. Люди сами захотят быть ее частью, включая женщин. Если ты постоянно публикуешь фото из новых мест, занятий спортом, обучения новым навыкам или работы над проектами, она поймет, что ты не стоишь на месте. Это вызовет в ней желание быть рядом и наслаждаться этим путешествием. Ошибка многих мужчин – ждать, что женщина принесет счастье и в их жизнь. Это фатальная ошибка. Тебе не нужна женщина, чтобы быть счастливым. Ты строишь свое счастье сам. И когда она увидит, что ты счастлив сам по себе, она захочет стать частью этого. 3. Освой искусство молчания. Говори меньше, наблюдай больше. Мужчины, которые слишком много говорят, быстро теряют свою привлекательность. Если ты рассказываешь о себе все в первые 10 минут разговора, весь таинственный образ исчезает. Но если ты говоришь мало, но твои слова уверенные и значимые, интерес к тебе возрастает. Что больше всего нравится женщинам? Разгадывать загадочного мужчину. Вместо того, чтобы говорить о себе все время, задай ей умные вопросы и внимательно слушай.
Ошибка многих мужчин – пытаться показать себя интересным, но мужчина, который задает правильные вопросы, одновременно становится и интересным, и заинтересованным. Спроси ее, почему ты выбрала именно эту профессию, и какое событие в твоей жизни оказалось самым значимым. Эти вопросы заставляют ее ум подключаться эмоционально. И вот что самое важное – не бойся тишины. Когда ты задаешь вопрос, жди ответа и не заполняй паузу. Тишина создает напряжение и заставляет ее больше стараться поддерживать разговор. Если в разговоре наступает пауза, не спеши ее заполнять. Позволь тишине работать на тебя. Она почувствует необходимость заполнить это пространство, и это создаст легкое напряжение, которое поставит тебя в контроль над ситуацией. 4. Вложись в свой внешний вид. Визуальный впечатляющий образ – это сила. Если ты входишь в комнату, и никто не замечает твоего присутствия, проблема в твоем внешнем виде. Дело не в красоте, а в способности выделяться. Внешний вид – это не все, но первое впечатление всегда остается. Чтобы стать тем мужчиной, которого замечают, инвестируй в свой стиль. Одежда, которая сидит по фигуре, стильная стрижка и ухоженная борода уже ставят тебя выше 80% других мужчин. Перестань носить растянутые футболки и мешковатые штаны. Носи одежду, которая подчеркивает твой физический облик. Неважно, худой ты, мускулистый или с избыточным весом, одежда должна сидеть идеально. Также следи за своей гигиеной. Это касается бороды, волос, ногтей и запаха. Да, запах важен. Используй качественный парфюм, но не переусердствуй. Когда ты показываешь себя опрятным и ухоженным, женщины автоматически начинают видеть в тебе мужчину высокого статуса. 5. Будь недоступным, не будь всегда доступен. Если ты всегда доступен, она никогда не будет тебя ценить. Фатальная ошибка мужчин – мгновенно отвечать на сообщения, принимать все приглашения и бросать все, чтобы быть с ней. Это транслирует одну простую мысль. И у меня нет ничего важнее тебя. Но правда в том, что женщины не хотят быть центром твоей жизни. Они хотят быть частью твоей удивительной жизни. Начни приоритизировать свои дела. Когда ты работаешь над чем-то важным, не останавливайся, чтобы ответить на сообщение. Ответь тогда, когда тебе будет удобно. Это показывает, что у тебя есть плотный график, и ты не зависишь от внимания. Также не принимай любые приглашения. Если она зовет тебя навстречу, но у тебя уже есть планы, не отменяй их. Покажи, что у тебя есть дела. Скажи, и у меня уже есть планы, но мы можем договориться на другой день. Это делает тебя редким и ценным. 6. Иметь сильное и впечатляющее присутствие. Если вы хотите, чтобы женщины замечали вас, даже когда вы молчите, вам нужно иметь сильное и заметное присутствие. Это не имеет никакого отношения к красоте или идеальной внешности. Речь идет о вашей осанке, языке тела и энергетике. Когда вы входите в комнату, ваше присутствие должно ощущаться. Если никто не замечает, что вы пришли, это проблема, которую необходимо решить. Начните с осанки. Держите плечи отведенными назад, грудь слегка вперед, а голову поднятой. Это автоматически транслирует уверенность и силу. Неуверенные мужчины ходят с опущенными плечами и смотрят в пол. Не будьте таким мужчиной. Кроме того, контролируйте скорость своих шагов. Не спешите, будто опаздываете. Идите в своем ритме, с уверенными и продуманными шагами. Это демонстрирует, что вы контролируете себя. Еще один важный элемент присутствия – это взгляд. Смотрите людям в глаза во время разговора и слушания. Отводить взгляд – это признак неуверенности, и женщины замечают это мгновенно. Поддерживайте зрительный контакт, но делайте это естественно, не форсируйте. Если вы освоите эти элементы, каждый раз, когда вы входите в помещение, люди будут вас замечать. Это автоматически создает эффект «кто-он». Любопытство заставляет женщин обращать на вас внимание, даже если вы ничего не говорите. 7. Оставьте ее в сомнениях, никогда не раскрывайте все сразу. Если вы предсказуемы, это неинтересно. Женщины любят тайну. Но что делают многие мужчины? Они рассказывают все о себе в первые же минуты общения. Это убивает весь интерес,
потому что ее разум уже разгадал головоломку и еще до начала игры. Если вы хотите, чтобы она думала о вас, даже когда вы не рядом, будьте загадочным. Вместо того, чтобы рассказывать все сразу, оставьте пробелы в разговоре. Если она спросит, чем вы занимаетесь, не отвечайте списком профессий или резюме вашей повседневной жизни. Ответьте интригующе: «Я занимаюсь довольно интересными проектами, но об этом позже». И что произойдет? Она станет любопытной и продолжит думать об этом. А именно этого вы и добиваетесь. Другой способ создать неуверенность – это не раскрывать свои намерения до конца. Если она спросит, понравилось ли вам что-то, вместо «да, мне понравилось», и скажите: «И это было интересно, возможно, позже расскажу подробнее». Это заставляет ее эмоционально вовлечься, потому что ее разум попадает в состояние постоянного любопытства. Любопытство создает одержимость. Если вы оставляете недостающие части головоломки, она захочет вернуться, чтобы их собрать. 8. Проявите эмоциональный контроль. Не реагируйте на все, что она делает. Если вы хотите быстро потерять уважение женщины, просто реагируйте на все импульсивно. Мужчины, которые теряют самообладание, воспринимаются как слабые. Когда вы действуете под влиянием гнева, ревности или отчаяния, вы показываете, что не контролируете себя. Скажите, как кто-то может доверять мужчине, который не контролирует свои эмоции? Чтобы выделиться, вы должны быть мужчиной, который сохраняет хладнокровие в любой ситуации. Если она попытается вас спровоцировать, не реагируйте. Если что-то пойдет не так, как планировалось, сохраняйте контроль. Мужчина, который не теряет самообладание, демонстрирует умственную силу и эмоциональную стабильность. А женщины привлекаются к стабильности, потому что она внушает ощущение безопасности. Не имеет значения, пытается ли она вызвать ревность или проверить ваше терпение. Когда вы остаетесь спокойным, она понимает, что вы необычный мужчина. Пока другие мужчины оправдываются, спорят или пытаются и доказать что-то, вы просто наблюдаете, анализируете и действуете хладнокровно и расчетливо. Это заставляет ее думать: как он остается таким спокойным? И поверьте, этот вопрос будет снова и снова возникать у нее в голове. Отныне, каждый раз, когда вы оказываетесь в напряженной ситуации, считайте до 5 перед реакцией. Это предотвратит импульсивные действия и покажет, что вы контролируете ситуацию. Мужчины, которые теряют самообладание, проигрывают. Мужчины, которые контролируют себя, побеждают. 9. Создайте ожидания, пусть она ждет ваших решений. Если вы хотите, чтобы женщина думала о вас все время, создайте ожидания. Не выдавайте все сразу. Когда она понимает, что в вас все предсказуемо, она перестает думать о вас. Но если вы оставляете ее в состоянии ожидания, ее разум будет находиться в режиме «я ожидания», и она будет думать о вас даже против своей воли. Вместо того, чтобы всегда говорить, что вы собираетесь делать, создавайте тайну. Если она спросит, куда вы идете, не сообщайте место сразу. Скажите: «И увидишь ты». Этот простой ответ заставит ее мозг испытывать любопытство и предвкушение. Она начнет думать: «И куда он меня поведет?» Это активирует ее эмоциональную часть мозга и делает ее более заинтересованной. Еще один способ создать ожидание – быть непредсказуемым. Если вы сказали, что ответите и позже, то ответьте позже, но не в тот же день. Не будьте предсказуемы, будьте неожиданными. Это заставляет ее ждать ваших сообщений и решений. Это ожидание усиливает желание привлечь ваше внимание. Пока другие мужчины предсказуемы, вы играете на более высоком уровне. Когда вы планируете встречу, никогда не называйте место заранее. Пусть она ждет до последнего момента. Скажите: «Я выбрал место, которое тебе понравится, но узнаешь об этом позже». Эта стратегия держит ее мозг занятым и взволнованным. Она будет думать об этом весь день. 10. Будьте мужчиной, которого другие хотят быть. И, наконец, самый важный момент. Недостаточно быть еще одним парнем в толпе. Чтобы быть мужчиной, за которым гоняются женщины, вы должны быть мужчиной, которым хотят стать другие мужчины. Когда вы становитесь примером, эталоном мужчины, женщины начинают замечать вас иначе. Для этого нужно работать над 3 основными аспектами – физическим, умственным и финансовым.
Недостаточно сосредоточиться только на физическом аспекте и забыть об остальном. Полноценные мужчины выделяются во всех областях. Физическое – следите за своим телом. Это не означает иметь и идеальное тело, но означает быть здоровым и сильным. Ходите в спортзал, следите за питанием и улучшайте свой внешний вид. Сильные мужчины внушают уверенность и силу. Ментальное. Работайте над личностным ростом. Читайте книги, осваивайте новые навыки и постоянно развивайтесь. Когда вы умны и проницательны, женщины замечают это издалека. Финансовое. Речь не о миллионах, а о финансовой стабильности. Это не значит иметь много денег, а значит контролировать их и не зависеть от кого-либо. Мужчина, который контролирует свои финансы, имеет свободу выбора. Когда вы работаете над этими тремя аспектами, женщины понимают, что вы необычный мужчина. Вы становитесь мужчиной, которого хотят покорить женщины и которым хотят стать мужчины. Это делает вас редким и ценным. А все, что редкое, желанно. 11. Разбудите конкуренцию. Покажите, что другие женщины тоже хотят вас. Если есть что-то, что почти автоматически активирует женский инстинкт, так это конкуренция. По своей природе женщины хотят то, что желают другие женщины. Это неосознанно, это инстинкт. Когда женщина замечает, что другие женщины тоже обращают на вас внимание, ее мозг переходит в режим соревнования. Но что делают многие мужчины неправильно? Они стараются показать, что смотрят только на нее, что может показаться милым в теории, но на практике это не пробуждает желания. Чтобы использовать конкуренцию в свою пользу, не нужно говорить, что вас хотят другие женщины. Это было бы по-детски и выглядело бы высокомерно. Что же делать? Показывайте это косвенно. Находясь в общественных местах, держитесь уверенно, смотрите по сторонам и демонстрируйте, что вы мужчина с высоким статусом. Если вы находитесь в окружении женщин, будьте вежливы и внимательны. Это не значит, что нужно флиртовать с другими. Это значит показать, что вы социально активны и пользуетесь уважением. Еще один важный момент. Ведите активную социальную жизнь. Если она зайдет на ваш Инстаграм и увидит только фото вас одного дома, первая мысль, которая у нее возникнет, и у него нет других вариантов. Но если она увидит, что у вас активная жизнь, полная друзей и фотографий с другими женщинами, даже если это просто коллеги, ее инстинкт конкуренции активируется. Она подумает, и если другие женщины рядом с ним, значит, в нем есть что-то особенное. Это меняет правила игры. Ошибка многих мужчин – пытаться объяснить, что у них есть другие варианты. Не объясняйте, показывайте это тонко и умно. Не нужно выкладывать фото с множеством женщин в откровенных позах, это создаст неправильное впечатление. Просто демонстрируйте, что у вас активная социальная жизнь и что вы не отчаянно ищете отношения. Когда вы делаете это правильно, женщины начинают соревноваться за ваше внимание, и вам даже не нужно прилагать никаких усилий. 12. Инвестируйте в свое личностное развитие. Настоящий ценный мужчина не бегает за женщинами. Вот ключ ко всем ключам. Инвестируйте в свое собственное развитие. Это намного больше, чем спортзал и внешность. Речь идет о росте во всех аспектах вашей жизни. Если вы хотите быть тем мужчиной, за которым бегают женщины, сначала станьте тем мужчиной, которого уважают все. И это возможно только в том случае, если вы ежедневно работаете над собой. Мужчина, который растет как личность, не нуждается в том, чтобы умалять внимание. Он знает, что чем сильнее он становится, тем больше мир будет стремиться к нему. И это касается и женщин. Мужчина, который сосредоточен на своем развитии, виден издалека. Это видно потому, как он ходит, говорит и реагирует на жизненные вызовы. Чтобы расти как личность, нужно работать над тремя основными аспектами. Ментальный аспект. Развивайте свое эмоциональное и интеллектуальное мышление. Читайте книги, потребляйте контент, который делает вас умнее, и позиционируйте себя как мудрого мужчину. Когда у вас есть эмоциональный контроль, вас никто не сможет вывести из себя. Женщины любят мужчин с ментальной стабильностью, потому что это дает ощущение безопасности. Физический аспект. Ваше тело – это ваша броня. Мужчины, которые заботятся о своем теле, излучают силу и власть.
Не обязательно иметь идеальное тело, но важно показывать, что вы заботитесь о себе. Занятия в спортзале – это не только про мышцы, это про дисциплину. Когда женщина видит, что вы дисциплинированы физически, она автоматически верит, что вы будете дисциплинированы и в других областях жизни. Финансовый аспект. Речь не о том, чтобы быть миллионером, а о том, чтобы контролировать свои финансы. Когда у вас есть контроль над своими деньгами, вы не зависите ни от кого. А что это показывает? Что вы самодостаточны и управляете своей жизнью. Мужчины, которые в долгах или финансово зависят от других, теряют уважение женщин, потому что женщины связывают это с нестабильностью и отсутствием лидерских качеств. Если вы будете расти в этих 3 аспектах, вам не придется бегать за женщинами. Они будут приходить к вам сами. Женщины не сближаются с обычными мужчинами. Они стремятся быть с мужчинами, которые постоянно развиваются. Неважно, начинаете ли вы с нуля. Начните сегодня. Позаботьтесь о своем теле, своем уме и своих финансах. Не ждите, что кто-то сделает это за вас. Ценный мужчина не должен и доказывать свою ценность. Ему не нужно показывать, что он сильный, умный или успешный. Это становится очевидным через его действия. Пока другие мужчины много говорят, чтобы доказать свою значимость, он действует. Женщины это видят. Они понимают, что он редкий, уникальный и ценный. Когда мужчина достигает этого уровня ценности, ему больше не нужно и гоняться и за женщинами, потому что они начинают гоняться за ним. Если вы примените эти 12 стратегий в своей жизни, вы больше не будете мужчиной, который бегает за женщинами. Вы станете мужчиной, которого преследуют все женщины. Эти изменения не происходят за одну ночь, но каждый день вы можете делать шаг в правильном направлении. Выбор за вами – продолжать быть мужчиной, который гоняется за женщинами и не получает ничего взамен, или стать мужчиной, которого хотят все женщины. Не будьте мужчиной, которого все забывают. Будьте мужчиной, которого все желают. Работайте над своей ценностью, своим мышлением и своим присутствием. Когда вы это сделаете, мир вокруг вас автоматически изменится. Если вам понравился этот контент, поставьте лайк и поделитесь им. Здесь вы слышите не то, что хотите, а то, что вам нужно услышать. Не будьте одним из многих. Будьте единственным. Теперь сила в ваших руках. Выбор за вами.